Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 26 ноября 2025 года. Мы с вами, как всегда, были в зале Шевченковского районного суда Львова на очередном заседании по делу об убийстве Ирины Фарион. И давайте по порядку, максимально честно разберем, что именно произошло сегодня и в каком состоянии находится процесс в целом. Заседание началось в 11:57 и закончилось довольно быстро. Главное событие – допрос отца обвиняемого Вячеслава Зинченко, военнослужащего Вооруженных сил Украины Федора Зинченко по видеосвязи из Днепропетровской области. В своих показаниях Федор Зинченко рисовал образ идеального патриота. Сын с 4 лет в футболе. После 24 февраля 2022 года отказался уезжать за границу. Вступил в молодежное крыло правого сектора, возглавлял ячейку в Днепре. Заказывал книгу про Бандеру и футболку с надписью «Мой герой Степан Бандера». В 2024 году прошел курсы оператора БПЛА во Львове и собирался на фронт. При этом отец прямо сказал, дома семья говорила исключительно по-русски. О Фарион в семье никогда не слышали до самого задержания 25 июля 2024 года. Дочь погибшей, Софья Особа, после заседания эмоционально заявила, что не верит ни единому слову и что не надо делать из убийцы супергероя. То есть она обвинила Федора Зинченко в лжесвидетельствовании под присягой. Дальше последовали 3 ходатайства защиты. Первое. Проверить связи свидетеля, продавшего оружие Вячеславу Зинченко. Свидетель, по мнению защиты, имеет отношение к Министерству внутренних дел Украины. В удовлетворении этого ходатайства суд отказал. Второе ходатайство. Допросить кинологов по 2 собакам, чьи акты есть в деле, но неизвестно, как они туда попали. Возникают вопросы. Это ходатайство удовлетворено, то есть кинологи будут допрошены. И вполне вероятно на следующем заседании, которое состоится 2 декабря. И третье. Установить и допросить сокамерников, которые якобы подсаживались и выпытывали у Зинченко информацию про Фарион. Это ходатайство осталось открытым. Как я уже сказал, следующее заседание 2 декабря в 10:30. Что касается общего состояния дела на сегодня. На данный момент суд уже прошел стадию судебного следствия. Оно продолжается. Все материалы раскрыты. Большинство вещественных доказательств осмотрены. По сути, обвинение держится на 3 китах. Запаховые следы, одерологическая экспертиза, совпадение 99%, содержимое телефона Зинченко,
более 7600 фотографий, в том числе мемы Фарион, видеозаписи с камер на улице Масарика. При этом ДНК Зинченко на гильзе нет. Самого оружия убийства также нет. Ну и, соответственно, отпечатков на гильзе нет. Биологических следов стрелка нет. То есть прямых вещественных доказательств, привязывающих именно Зинченко к выстрелу, у обвинения нет. Ключевая проблема, о которой молчит защита. Я ее уже подробно разбирал в своем предыдущем, большом, подробном видео от 24 ноября. Вы ее можете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Если коротко, показания двух ключевых свидетелей обвинения, Думы, мастера интернета, и Бабюк, бабушки, прямо противоречат видеозаписи, которая исследована в суде. Свидетели говорят, мужчина в панамке и очках вышел из арки, подошел к Фарион, выстрелил и убежал обратно в арку. При этом они не видели, как мужчина выходил из арки, как он стрелял, абсолютно нет. Но почему-то утверждают именно это. А что же показывает видео? Оно есть. И оно исследовалось судом. Видео показывает никакого выхода из арки ряженого в панамке и очках до выстрела нет. Никакого забегания обратно в арку после выстрела тоже нет. Поэтому возникает закономерный вопрос: а не врут ли нам свидетели? Фигура в кадре появляется при входе в саму арку, но не выхода и повторного вбегания нет. Вероятно, ряженый стоит там в арке, потом в арке же слышит звук выстрела, а потом просто выбегает из арки наружу, на улицу, и бежит. Там его видит другая камера. Но ни одного кадра, где ряженый перед выстрелом выходит из арки во двор и забегает обратно в арку, просто нет. И это, друзья, не мелочь. Это фундаментальное противоречие между устными показаниями свидетелей и объективным доказательством видеозаписью. Что должна была сделать защита, но почему-то не делает? На мой взгляд, адвокаты Зинченко, их двое, очень опытные львовские адвокаты, ну точнее Ивано-Франковский, упускают мощнейший процессуальный шанс. Они обязаны были подать хотя бы одно из следующих ходатайств, а лучше все три сразу. Первое. Повторная, комплексная, видеотехническая и портретная экспертиза с постановкой конкретных вопросов. Зафиксирован ли на имеющихся видеозаписях выход лица в панамке и очках из арки до выстрела и возвращение его в арку после выстрела? Ответ будет однозначный – нет. Второе. Проведение следственного эксперимента
на месте преступления с участием тех же свидетелей, Думы и Бабюк, и пусть покажут пальцем, где именно они стояли и что именно они видели. И третье. Дополнительный допрос свидетелей Думы и Бабюк прямо в зале суда с одновременной демонстрацией видеозаписи покадрово. Это классика. Включаешь видео, останавливаешь и спрашиваешь. Вот здесь вы видели, как он вышел. Покажите тайм-код. Когда человек понимает, что на видео этого нет, он либо признается, что что-то выдумал, что ошибся, либо начинает путаться и попадает под статью 384 Уголовного кодекса «Ложное показание». Но ни одно из этих ходатайств защитой до сих пор не заявлено. Кстати, такие ходатайства могут быть заявлены самим Зинченко. Но их пока нет, и я не понимаю, почему. Это выглядит как сознательное затягивание процесса без попытки вытянуть дело на реальных доказательствах, а просто выглядит как попытка вытянуть дело на положительных характеристиках обвиняемого и предполагаемом патриотизме, вместо того, чтобы бить самое слабое место обвинения. Выводы на сегодня. Первый. Обвинение держится на косвенных доказательствах и на двух свидетелях, чьи показания объективно опровергаются видеозаписью. Второе. Защита получила маленькую победу. Допрос кинологов 2 декабря. Но это капля в море по сравнению с тем, что можно было бы сделать на основании видео. Третье. Если защита и дальше будет молчать про эти противоречия, дело с большой вероятностью закончится обвинительным приговором, причем с очень жестким сроком. Четвертое. Если же защита наконец-то использует то, что я показал в своем разборе, тогда есть реальный шанс либо на возврат дела прокурору, либо даже на оправдание по ключевому эпизоду. Я продолжу следить за процессом и освещать его без купюр. Прошу вас максимально распространить это видео и предыдущий разбор. Чем больше людей увидит эти противоречия, тем сложнее будет суду закрыть на них глаза. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, пишите в комментариях, что думаете. Встретимся в следующем видео. А 2 декабря мы с вами снова будем в зале суда. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!